Добрый день, с вами Ирина Багнюк, канал «Усадьба Багир». Сегодня 1 августа 2026 год, и у нас встреча вот с Палисасом. Значит, давно мы с ним не виделись. Обрезали мы его, формировали и снимали видео в прошлом году, год назад, плюс-минус. Значит, вот так он выглядит. Где-то что-то обросло, где-то потерял немножко каких-то веточек даже маленьких. То есть вот тут вот у нас есть маленькие, а здесь тоже были, но вот эти сильно выросли и не хватило сил, тут не доросли. Так что осыпались листики, маленькие веточки. Но чувствую себя неплохо. И что у нас получается, смотрите. То есть можно сказать, я как бы это, если поставить видео, фото вот сейчас, да, как он выглядит, то скажут, все прекрасно, все хорошо, обрезать не надо, и вообще вы опять мучаете растение, опять оно у вас лысое. Но смотрите, у нас длинные верхние ветви, вот, пустые здесь. Некоторые, не все, понятно, да, пустые и наверх растут. Они будут расти дальше. Вверх у нас и так уже трапеция вот такая, треугольник обратный получается. Это не очень красиво. Плюс хочется, чтобы вот эти вот поддержать маленькие, чтобы они развились веточками. Здесь тоже, в эту сторону. Вот эти малюсенькие. Потому что он очень долгое время был, вот если вот так посмотреть, совсем плоский. То есть постепенно вот тут растут, вот уже побольше, вот маленькая побольше. Еще какие-то вот эти выросли. Даже вот здесь, вот их раньше не было, он был более пустой, более плоский такой. Поэтому что делаем? Сокращаем вверх, тем самым поддержим вот эти нижние, они смогут расти. Это первое. Второе, мы уберем сильный верх, он не вымахает большой. Это будет визуально лучше. И верх, который мы сократим, он тоже начнет ветвиться. То есть у нас внутри уже неплохая ситуация. Сейчас покажу вам. Вот. Самая такая сложная ветвь с точки зрения, что она внутри. Вот тут в середине. Значит, смотрите, она у нас вот тут обрезана. Одна веточка. Тут обрезано 2 ветви уже. Вот тут есть ветвь, что хорошо. И замечательно есть внизу. Поэтому вот с ней, на самом деле, она чуть-чуть ямкой получается. То есть она немножко ниже, чем боковая. Но вот эта вот ситуация... Сейчас мне ее плохо самой видно. Так, сейчас посмотрю, с какой стороны лучше. Ну да, можно с этой. Да, я ж вижу с другой стороны. Сейчас. Значит, вот здесь вот эту ветвь, вот эту высокую, вот с этим вот коленцем я уберу. Станет сильно низкой, это будет самая высокая точка, вот эта вот маленькая веточка, но пойдет она расти, у нее вот тут вот почка может пойдет расти, вот эта маленькая пойдет расти, что очень хорошо будет. Поэтому не хочется мне это коленце оставлять и сокращать только вот здесь. Это будет вот кардинальная вещь, но она необходима. Сейчас срежу, покажу, как бы там подлезть. Не подлезешь еще к нему, не хочется никакую ветвь, никакой листик повредить. Так, готово. С пенечком, но я там сейчас по-другому не подлезу. Значит, смотрим. Вот что получилось. То есть вот это будет самая сейчас высокая, остальное будет сокращаться. Она пойдет в рост, увидит свет нормально. Боковая эта маленькая пойдет в рост, и не будет этого вот коленца нехорошего. Значит, вот она низкая. Смотрим рядом с ней веточку. Оставляем у нее... Ничего я отсюда не вижу. Так. Вот таким образом. Видно, надеюсь, вам вот так. Вот. Чуть-чуть ниже. То есть лист у нас сильнее, он выше, но точка среза ниже. Дальше. Вот эта маленькая окей остается. Вот здесь сокращаем, так, чтобы без фанатизма, чуть больше листиков. Вот таким образом. Дальше следующее. Поворачиваем так наше растение. Тут будет чуть-чуть выше, потому что здесь нету листиков ниже. Поэтому чуть-чуть выше, со временем он будет подсокращен. Вот так. Это чуть выше, ладно, не страшно. Следующая
И здесь можно спокойно пониже. 3 листика оставляем, режем. И тут уже хорошо. Вот здесь почка есть, видите, вот тут вот. Дальше рядышком маленькая, пока не трогаем, на 2 разветвленные. Супер, вот уже их 2, не трогаем. Здесь тоже на 2 разветвленные. Вот здесь. Ай, ничего вам не видно, да? Так, вот маленькая, а эту мы обрезали. И вот здесь тоже 3 листика оставляем таким образом. Так, что получилось? Вот тут выскакивает, сейчас пойдет сильно в рост, сократим хвост. Так, вот этот хвостик тоже... Нет, тут маленький, тут пусть будет. Вот этот хочется сократить, слишком выбивается, но у нас тут что у нас? Ну, ладно, еще один лист и точка роста уберем. Вот так. Все. Получилось на данный момент не очень красиво, потому что вот эти выше, и тут я даже не могу ее срезать, там даже замещающий побег не даст, мы можем потерять этот маленький побег, побольше, а маленький останется. Тут есть ямка небольшая, но сейчас вот тут пойдет в рост, эти все дадут боковые еще побеги, и со временем выровняется. В следующую обрезку, если будет тут как-то криво вот так вот, можно будет уже подкорректировать немножко, задать лучше форму. А сейчас мы ее сделали, чтобы поддержать вот эти нижние, чтобы они пошли расти, они высохли. Вот эти, которые уже подвыросли чуть-чуть, еще порастут, чтобы можно было их начать ветвить, и чтобы у нас вширь он тоже рос. Вот. И от некрасивого вот тут вот этого, вот тут коленца мы ушли. Все, потому что он так зарастает с такими, сейчас листик уберу, покажу, с такими вот не всегда аккуратными срезами, то есть он делает утолщение сильное в районе среза. Хочется, чтобы это было красиво. Поэтому сейчас он будет слегка кривой сверху, но если посмотреть его низ, то он вполне интересный. Все, все. Опять мне напишут, что стало ужасно. Ну, и что я живу с некрасивым, только режу. Ну, я год его не резала. Он был вполне красив. Просто надо дальше не упустить этот момент и не сделать его лысым внизу. Мне этого не хочется. Все, подписывайтесь на канал, увидите продолжение. Удачи!